Где же моя темноглазая, где в городе? Привет! Привет! Как? Закрывай скорее дверь, а то у нас тут... Что? Аня, привет, я Женя. Ты меня знаешь теперь, наконец-то, как я выгляжу. Друзья мои, напоминаю, что у нас открыта вакансия в таксопарке Такси Хайп. Очень много водителей доверились нам, работают у нас на самых выгодных и шикарных условиях. И сейчас как раз то время, когда можно очень неплохо заработать. Ссылочка на WhatsApp будет, как всегда, в описании. Приходи. Как я выгляжу в натуре? Великолепно. Великолепно. Как и на аватарке. Ну, даже получше. Да, получше даже? Даже, блин, да. А вот я не фотогеничен, к сожалению. Может быть, плохой фотограф. Могу порекомендовать несколько. У меня, Серьезно? да. Я вообще люблю фотографироваться. Это прекрасно. Да. А что ты еще любишь делать? Что можно вообще любить делать, когда вокруг сугробы, снег, зима, холод? Кроме того, как бухать, ну, я не знаю просто. Ну, я люблю тепло. Вот Я здесь тоже. Сейчас я уже страдаю. Прям, конечно, хочется тепла, и чтобы выходишь и не мерз, и Ты сейчас не про душевное тепло, я так понимаю, ты про... Нет, ну ты же спросил, как я люблю отдыхать. Да. Не, я спросил не как ты любишь отдыхать, я спросил, как ты... Нет, погоди, я спросил, что ты зимой делаешь, правильно? Я тебя перебиваю все время. Ничего. Да, расскажи, так и что делать-то в итоге? В итоге я люблю отдыхать, куда-нибудь уезжать. Ну, начиная, сейчас уже декабрь. Конечно, я припозднилась, потому что мы с тобой познакомились, и Так. у меня не было особого времени, чтобы поискать какие-нибудь там себе места, где можно укрыться. Нет, погоди, я не очень понимаю, типа, какие-то, не знаю, рестораны теплые, что ли, или ты про что сейчас говоришь? Да нет, я вообще люблю подальше съезжать куда-нибудь. А Да. в теплые края? Ты любишь зимой уезжать в теплые края? Да, только у меня не было компании, поэтому я, видишь, до декабря дотянула. Так. И сейчас я уже начинаю страдать. Это, конечно, очень тяжко. Ну ты не страдай. Ну вот. Надо что-то Поэтому тебе... мы с тобой так и познакомились. Я тут как вдохновилась. Так. Вот прям здорово, прикольно, когда ты не один в такой теме, ну вот как поехать куда-нибудь, а вот чтобы с компанией, еще чтобы не просто так с какими-то подружками, понимаешь, это обычно всегда заканчивается как-то конфликтно, когда девчонки с девчонками. Так. И вот, и если вот так вот парень, девушка вместе, вот я подумала, что, может быть, и у нас бы получилось. А ты, кстати, любишь отдыхать? Или у тебя много работы, наверное? Нет, работы много, но я бы с удовольствием, если бы... Да? Если бы мне какое-то поступило предложение условное, которое я вот примерно только что услышал, я бы, мне кажется, бы рассмотрел бы вариант и бросил бы на эту работу, мне кажется. Ну, Так. вот официальное предложение от меня. Официально? С подписью? Ну, можно и с подписью электронной или так. С подписью. Так, ну хорошо, и что ты предлагаешь? Конкретика есть? Да без проблем. Есть. Давай. Может быть, на Бали на пару месяцев? Вот прям с Бали. декабря. Хотя, если... Ну, можно успеть. Я думаю, если остались какие-нибудь классные места. У меня есть тоже контакт, естественно. Он может нам бросать пару вариантов. Так, есть нам до февраля. Нам получается, если декабрь-то уже наступилось, нам сейчас уже билеты надо типа брать, что ли? Ну, как бы желательно еще заранее было бы. И Так, там, хорошо. конечно, Так, ну, кайф. хорошо, отлично. Раз ты у нас человек профессионал, ты скажи тогда, поскольку скидываемся. Ну, типа, почем билет-то? В смысле, скидываемся. Я же... Ну, в смысле, сколько стоит билет, нам же надо понять, сколько нам надо... За сколько нам надо купить билеты? Ну, я же как бы... Ты читал вообще анкету? Чью, твою? Да. Ну, да, конечно. И что? Через строчку или через три? Почему через строчку нет? Я нормально почитал. Высшее образование-то есть? У меня? Да. Да. А не похоже? Я могу диплом показать. Ну, у меня не с собой. Не надо. Ну, я же писала, что вообще я как бы светскую жизнь такую веду, как бы. Так. Встаю не раньше 11.
по выходным. Ну, по будням пораньше могу. Без 15-11. Да, может быть, и без 5. Потом ко мне приходят гости, обычно подруги, друзья. Мы обсуждаем какие-то темы, потом навестим ракет. Вот, глядишь, и 5 часов уже, пора на фитнес, привести себя в порядок, вечером какие-нибудь тусовки, клубы и так далее. Я понял, а как это относится к нашей теме, я не очень понял. К тому, что... Ну, смотри, мы поедем. Потому что я предложил тебе узнать сейчас цену. Про билеты, так, да. Ну, там нужно где-то жить, наверное, может, мы прилетим и там. То есть билеты возьму я, а жилье снимешь ты, да? В смысле, сниму я жилье? Ну, то есть я заплачу за билеты, а ты заплатишь за жилье. Я предложила как бы провести время вместе. Декабрь, я понял. Январь, февраль, даже 3 месяца. Ну, не, хотя, наверное, получится 2,5. Ну, если я за все плачу, как говорится, то можно и на 3 месяца, да? Ну, смотря какая у тебя занятость. Если у тебя удаленная работа, да можно хоть и до марта. Можно хоть и до марта. Ну, слушай, ну прекрасно. Боюсь, я что-то немножко упустил в твоей анкете, видимо. Там надо было, наверное, очень между строк читать, да? Ну, я вот... Может быть, нужно было 2 раза ее прочитать? 2 раза прочитать и лупой вооружиться, чтобы прочитать между строк. Может быть... Что-то бы, чтобы тебе ее прочитал, надо было как бы вообще ознакомился, какой я человек. Так. Какой я человек. Ну, ты сказала, что ведешь светский образ жизни. Ну, я понял, да. И я так понимаю, что я недопонял, что в этом словосочетании светский образ жизни заложена более глубокая мысль, чем поверхностная. То есть, наверное, ты слишком поверхностно отнес. Да, вот это вот в этом моя проблема. А сейчас я начинаю догонять, что, оказывается, светский образ жизни подразумевает какие-то вложения в этот образ жизни, да, с моей стороны. Ну, какие вложения с моей стороны произошли? Так. Ты просто появилась у меня в машине, да? В смысле, я появилась у тебя в машине? Так. Мы сколько уже переписываемся с тобой? Нет, ну это да, я понял. Сколько я потратила времени на это? Да, согласен. Я сколько отменила встреч? Так. Сколько я просматривала тебе информацию? Так. Ну, я понял, да. Учитывала твои интересы. Так. Подбирала свой дресс-код для тебя, присылала фотографии, сколько вот на это нужно было времени, чтобы это все как организовать. И ты про какие-то вложения я вообще не могу понять. Я понял. Ну, ты знаешь что? Вот очень хочется тебе вот как-то вот объяснить так, чтобы между строк читать не пришлось. Я на Бали лучше поеду с гориллой, чем с человеком, который не умеет писать конкретно свои пожелания. Потому что сейчас получается, что я на тебя время потратил, понимаешь? А если бы я вот знал, что нужно читать между строк, возможно, мы бы и не встретились. Жень, ты чё, что ли? Блядь. Ничего себе. Это не похоже на свет. Я тратила тучу времени, чтобы здесь... Я просто из тебя прям интеллигентность и светский образ жизни прям сейчас вот очень сильно. Прям. Я не знаю. Долбащер ты. Я? Ничего себе. Ну, да как скажешь. Ты на... Да ладно. Ну ладно. Я таких светских львиц давно не встречал, как говорится. Я даже не знаю, может быть, они сейчас так выглядят, эти светские львицы. Типа я вся интеллигентная, такая вся от слова лифчик краснею. Что? Ты не заплатишь за билеты на Бали? Ну ты да. Это просто апогей, венец светского отношения к жизни. Да, друзья мои, к сожалению, девиз современного мира, как мы можем проследить по всяким инстаграмам, девиз современного мира — казаться, а не быть. К сожалению, видимо, эта барышня еще не плотно
скажем так, утвердила себя в образе светской дамы. И корни деревни и колхоза победили, видимо, потому что, ну, как-то это все не по-светски, что слово такое, да, просто, ну, как-то в обиходе не используем, не по-светски. Но по-свински. Ну и ничего, как говорится, я не комплексую. Если бы я мечтал заплатить за какую-нибудь барышню и отправиться с ней на Бали на 2 месяца, я бы, наверное, все-таки выбрал бы барышню далеко не светскую. Потому что 2 месяца на Бали перечитывать Грибоедова, Некрасова и Тургенева я бы не стал. А что бы я стал там делать? Правильно. Атумбуя, 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 ау! Ну, в общем, как-то так. Поэтому я взял бы с собой самую конченую, самую, вот прям вот самую-самую, чтобы вот прям из нее все выжать. Всю романтику. Ну, я бы вот так бы сделал. Я закончил. Напишите, пожалуйста, взяли бы ли вы эту даму с собой на Бали заниматься светскими делами. Расскажите. Я все. У меня нет слов, но у меня есть деньги на Бали. Пойду искать какую-нибудь сучку, которая отвечает больше моим запросам. А на Бали действительно сейчас тепло. И погодка пиздатая. А не вот это все. Ну ничего. Пишите. Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье.